Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры с сайта AliExpress. Как мы называем эту фурнитуру, премиум качества. В этом магазине я уже покупала и повторно еще посмотрите, сколько заказала интересного. Сейчас я все распакую, разложу и будем все рассматривать. И начну с застежек. Вот такую застежку мы уже знаем, покупали, наверное, многие. И я показывала в магазине Жуков, я покупала, и не только у него. И в этом магазине тоже появились. Вот такой листик, коннектор. Знаем, как он раскрывается. Здесь есть петелька, которую можно прикрепить. Не буду долго останавливаться на этом листике. Он уже знакомый нам всем. Также на этой же страничке немного другая форма. Такая же застежка. Ну, что-то новенькое. Точно так же застегивается. Только посмотрите, форма другая. Ну, капелькой такой. Выбрала вот такую форму. Был, по-моему, еще не листик, а перышко в форме перышка. Все усыпано. Посмотрите, стразиками. Переливается. И на этой же страничке еще вот такая застежечка. Но от этого я просто в восторге, конечно. Это что-то нечто красивое. Посмотрите, какая бабочка. Здесь под кошачий глаз вставлены камни. Вокруг все сверкает цирконами. И посмотрите, здесь еще есть капелька такая. Это тоже застежка. Также раскрывается. Есть вот петелька. Вот она, которое можно прикрепить. Здесь еще вот, как вы видите, внизу бабочка расположена. В серединке тоже стразик. И есть вот такая деталька, которая можно вот прикрепить бусы, ряд бус. И будет такая застежка. Вот так закрывается. Впереди, конечно, поставить такую красоту. Это что-то нечто. Очень красиво все выполнено. Так понравилась она мне. Я просто в восторге. Посмотрите, какая красота. И стоило не так дорого. Можно одну или две или три купить. И, как всегда, если берем мы больше, выходит дешевле. Конечно, я такое еще закажу. Во-первых, можно ее использовать не только так, как эта застежка, да? Можно использовать как подвеску, как мы делаем, прикрепить к бусам. Сделать здесь еще какую-нибудь бусинку. Только бабочки будут вниз смотреть. Хочется, чтобы так было расположение бабочки. Ну, я думаю, можно и так прикрепить. Очень понравилась мне эта деталь. Это серьги, швензы, покрытием золотым. Вот такие швензы с родевым покрытием. Посмотрите, интересная какая форма. И здесь тоже все в стразиках сверкает. Небольшие, аккуратные. Здесь на любую мочку уха подойдет. И такие же, только в золоте. Очень красивые. Ну и здесь, конечно, подвесить можно уже что угодно. Интересная форма. Такой формы я еще не видела. Это тоже швензы-крючки. Вот такой крючочек удобный. Можно подогнуть. Здесь удобная петелька раскрывается, видно.
И вот такой большой стразик. Фианит, по-моему, написано было. И прикрепить можно тоже что угодно. Вот такие серьги. Хорошенькие, такие нежные, девчачьи. Ну и я такое могу носить, конечно. Мы же девочки. Вот такие колечки. Колечки разъемные. Посмотрите, какие витые. Такие мы покупаем простого качества, без покрытия. Черные я в основном покупаю. Я под золото никогда не брала. Я думаю, что они темнеют или под серебро. Ну а тут появились именно в этом магазине. И нравится мне то, что здесь не по 10 штук продается, а большее количество. 50 штук продается. У меня 6 миллиметров, 50 штук. Можно от 5 миллиметров до 12 выбрать. И сейчас давайте посмотрим, как они будут раскрываться. Как металл плотный, неплотный. Хороший. Твердый металл не так уж легко раскрыть. Это 6 миллиметров у меня. И я люблю 8-10 миллиметров. Подсоединить любую цепочку удлиняющую. Но и не только. Мы найдем всегда применение таким колечкам. И недорого стоит, с покрытием 50 штук. Это хорошая и цена, и количество. Вот такие проставочные бусинки. Отверстие хорошее, маленькое, что мне нравится. Между бусин давайте посмотрим, как они будут смотреться. Ну, мы привыкли уже гематит проставлять. Ну, а если ставить какое-нибудь украшение с дорогими бусинками, конечно, хочется и хорошую качественную фурнитуру поставить. И посмотрите. Замечательно смотрятся. У меня 5 миллиметров, 50 штук в комплекте. И размеры от 3,5, по-моему, до 6 миллиметров. Такие бусины. Хорошенькие. Так, это уже вот такие с рисунком бусинки. Ну, тоже хорошее отверстие. Небольшое. Конечно, такой рисунок прячется под бусинками. Не, ну видно его, конечно, видно. Не гладкое, вот такой вот рифленый рисунок, его видно. Тоже такие бусинки продаются от 20 штук до 80. 80 штук можно купить, по-моему, за 300 с чем-то рублей. Это же просто отличная цена. В других магазинах это намного дороже продается и по 10 штук или по 20. Понравились мне такие проставочные бусины, качество хорошее. Так, следующее это бейлы. Что мне нравится в таких бейлах? Вот эта петелька разъемная. Удобно крепить любой кулон, подвеску. Очень хорошо. Не нужно тут добавочных колечек. И посмотрите, он не тоненький. Вот такая толщина примерно 3-4 миллиметра. Ну а впереди здесь сколько? 4 стразика. Вот такой. Но он не круглый, немного продолговатый такой. Петельки раскрываются. Это очень удобно. Ну, цепочки я уже показывала вам не раз. Покупаю постоянно, так как они у меня куда-то деваются. Приходит подруга, берет свои дочки с подвесочками маленькими. И здесь, посмотрите, удлиняющая цепочка, сантиметров 5, наверное. И вот так можно носить, удлинив цепочку. По-моему, 50 сантиметров уже с удлиняющей цепочкой. Можно сразу одну выбрать или 3. Как всегда, 3 дешевле. Колпачки в этот раз я выбрала вот такого цвета. Цвет называется Rhodium Platina, так как цвета были разные. И розовое золото, по-моему, появилось.
И 2 серебряных вот оттенка. 60 штук в комплекте. Можно 20, 40, 60. Но здесь размер 4 миллиметра. Вот эта часть 4 миллиметра. Так как в других магазинах я покупала немного больше, по-моему, 6 миллиметров. Это маленькие, аккуратненькие, вот такие колпачки. Зато здесь 60 штук можно купить. Для сережек, для маленьких бусин. Вот такие проставочные бусины. Продаются они поштучно. И 4 штучки я взяла для одного украшения. Здесь посмотрите, какие стразы крупные. По-моему, сантиметр на 6,5. Толщина 6,5. Красивые. Давайте посмотрим, как они между бусин. Ну да, зажимается бусинкой. И красиво как смотрится. Такие нарядные для дорогих камней. Шикарные. Так, ну и вот такие подвесочки тоже с такими большими фианиты, наверное, квадратные. Это уже подвески, они квадратные, вот так смотрятся красиво. Здесь есть петелька, вот, и мы можем подвесить или на сережки, или в украшения. Красивые, сверкают, поштучно, по-моему, продаются. 3 штуки взяла, можно в серьги. Я для украшений покупаю такие, когда бывает нужно на окончание бус поставить какую-нибудь подвесочку или на цепочку прикрепить. Вот такая подвесочка, очень красивая. Как я думаю, что это мишка. Покупала как мишку. Здесь наверняка это не камень, это какая-нибудь смола, даже не стекло, но нигде не поцарапано, все аккуратненько. И такой цвет, как вы видите, желтоватый, так переливается. Мордочка прорисована хорошо, даже глазки видно, и вся голова в стразах. Вот так сзади смотрится. Красивая подвеска. Вот, пожалуйста, на цепочку подвешиваем. И можно носить. Вот я в подарок беру такие детские вещички. Ну, а в подарок самый раз. Красота. А это уже на другой страничке. На одной страничке 2 таких сердечка. Одно вот так выглядит, поменьше. Размеры будут на экране все. И такое объемное, толстенькое. Здесь есть колечко. Ну, а это уже, посмотрите, какая форма. Другая интересная форма. Вытянутая. И также на цепочку можно носить. Можно также прикрепить и в украшениях где-нибудь. Но они не легкие. Тяжеленькие, имеют вес, наверное, они внутри не полые, а полностью из металла. Вот такие бусинки. 8 миллиметров выбрала. Можно от 6 до 10 миллиметров выбрать. И 10 штук или 20. Я такие уже покупала, только в другом магазине. По-моему, побольше. Да, они пустые внутри, поэтому они не такие тяжелые. Мне нравится, как они в украшениях смотрятся. У меня, по-моему, 10 миллиметров, а это 8.
Красивые. Несколько бусин в украшение поставить и уже украшается. Но здесь такой цвет, мне кажется, он немного отличается от вот этих. Какой-то розоватый цвет, с чем даже сравнить. Ну вот немножко есть отличие. Ну, если честно, сильно незаметно, приглядываться надо. Вот такие подвески. Сейчас раскрыла, очень довольна. Посмотрите, какие листики. 3 листика, они между собой собраны на колечки. Здесь есть такие колечки. И вот так они смотрятся. Здесь вот, как вы видите, кольцо, к которому прикрепить можно швензу. И здесь есть петелька, которая раскрывается. Здесь можно тоже подвесить что-нибудь. Еще бусинку, например. Или просто перевернуть. Вот так можно тоже подвесить, я думаю. Здесь подобрать бусинку такого же. Или больше даже можно бусинку. Вот такую бусинку еще прикрепить. И здесь швензу. Можно и так, можно в украшения прикрепить, так как здесь много отверстий. Можно и, наверное, вот так еще придумать впереди, в украшение прикрепить. Здесь можно подвесочку соорудить. Мы же любим фантазировать. Продаются они, по-моему, поштучно. Будет все написано на экране. Взяла 3 штучки. 2 можно на серьги и 1 прикрепить на цепочку. Можно и так носить, подарок сделать кому-нибудь. Красота просто. И вот такая застежка еще. Последняя. Раскрывается вот так. Здесь мы крепим уже бусы. Очень хорошо, когда перекладинка ниже, хорошо ложится бусинка в отверстие. Вот так. Она без стразиков, эта застежечка. Но зато листик какой красивый. Посмотрите, какой листик. Вот здесь идут стразики. И даже вот еще один стразик сверкает. С обратной стороны мы крепим вот сюда. И здесь вот такая петелька, которой мы уже можем прикрепить другую часть бус. И такую застежку поставить впереди. Я думаю, можно ее даже использовать как подвеску. Такой листик, и здесь бусинку прикрепить или цепочки подвесить. И впереди можно прикрепить такую. Ну а такие застежки можно использовать и сзади, и спереди. Жаль, что такие застежки поштучно не продаются. И поставить еще колечко разъемное. Много что можно придумать, когда много петелек или отверстий. Вот это мне больше нравится всего. Просто красота. Но больше всего меня покорила вот эта застежка сегодня. Прям я в восторге от этой бабочки. Такая красивая. Вот такая у меня сегодня была распаковочка. Если вам что-то приглянулось, все будут ссылочки под видео. Заходите, смотрите, выбирайте. Ну а если мое видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Много интересного впереди, ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!